Взрыв на военном заводе, переговоры с РФ на условиях Украины, а также боевые вылеты F-16. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Белорусские войска могут быть разгромлены за несколько дней, если Лукашенко решится участвовать в войне против Украины. Я не думаю, что белорусы действительно заинтересованы в конфликте с народом Украины. F-16 уже выполняют боевые задачи. В Киеве официально подтвердили наличие этих истребителей. Какие цели у воздушных сил ВСУ? Первоочередной задачей будет заставить российских пилотов держаться подальше, иначе они рискуют быть сбитыми. Конец войны на украинских условиях. Стоит ли ожидать переговоров между Зеленским и Путиным в этом году? Мы понимаем, что все-таки риторика и действия – это не одно и то же. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Уже до конца 2024 года Украина будет использовать 20 истребителей F-16 как для уничтожения российских ракет, так и для нанесения ударов по российским военным. Сейчас же у Украины уже 10 самолетов F-16. The Economist со ссылкой на свои источники впервые пишет о новых данных, в частности о количестве западных истребителей, которые получила Украина. Напомню, что ранее говорилось лишь о 6 самолетах F-16, которые передали Киеву западные партнеры. Размещение этих истребителей на территории Украины требует особой секретности, потому что россияне неоднократно заявляли, что F-16 – одна из желаемых целей российских оккупантов, пишут авторы издания. Накануне, кстати, Зеленский подтвердил, что F-16 уже в Украине и выполняют боевые задачи. Истребители F-16 могли бы уменьшить безнаказанность, с которой российские Су-34 наносят удары по линии фронта в Украине. Русские ежедневно сбрасывают более сотни примитивных, но эффективных планирующих бомб, не покидая воздушного пространства России. Первоочередной задачей будет заставить российских пилотов держаться подальше, иначе они рискуют быть сбитыми. Кстати, в воскресенье днем в Луганске и в Макеевке были мощные прилеты. Видео публиковали местные жители, говорили о дальнейшей детонации на местах ударов. Вероятно, удары эти пришлись по военным объектам оккупантов. После 11 лет службы на российском флоте он поджег ракетный корабль «Серпухов» Балтийского флота. Моряк с позывным «Гога», который принимал участие в спецоперации ГУР и Легиона Свобода России, рассказал, как ему удалось уничтожить еще один корабль РФ. В интервью «Радио Свобода» Гога признался, что имел доступ к секретной информации российской армии и более года передавал все необходимые данные украинским спецслужбам. Гога также рассказал, что ракетный корабль Балтийского флота РФ пришлось поджечь, а не уничтожить каким-то другим способом, так как огонь был самым безопасным методом ликвидации этого судна и для самого моряка. Гога, который перешел на украинскую сторону, говорит, что Серпухов теперь прикован к берегу. Всегда было страшно, что любой промах может закончиться плачевно для меня. Но, опять же, мне объяснили, как правильно работать, как передавать информацию, как ее получить, лишний раз не рисковать. То есть, если не можешь, не надо. То есть, появится возможность, да, возьми там информацию, потом ее передашь. То есть, никто тебя не гонит, не заставляет ничего делать. В первую очередь важен человек. Напомню, что это уже не первая спецоперация ГУР, в которой участвуют российские военные. Ранее на сторону Украины перешел летчик Кузьминов, который участвовал в операции под названием «Синица». Тогда он смог перегнать в Украину российский вертолет Ми-8. Вскоре Кузьминов отказался от украинской охраны, решил жить в Испании, где после был убит. Смерти Кузьминова радовался даже его отец, назвав сына предателем. Военным самолетам Швеции и Германии пришлось перехватывать 2 российских истребителя у границ Латвии. Бильд пишет, что такие инциденты над Балтийским морем происходят практически каждую неделю. На этот раз приближение российских самолетов могло быть связано с учениями российских военных кораблей. Интересно, но летчики РФ не выходили на связь и полностью игнорировали радиозапросы немцев и шведов. Также они не уведомили никого об этих полетах, хотя это обычная практика. Однако агрессивно себя не вели, уточняют представители немецких военно-воздушных сил.
В последнее время почти еженедельно поступают сообщения о том, что российские истребители не выходят на связь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Однако в большинстве случаев их не расследуют, если они не ведут себя агрессивно или быстро возвращаются в воздушное пространство России. В Сербии полиция расследует причины взрыва на заводе, где производят боеприпасы. Рвануло в сербском городе Валево. Пока же, по предварительным данным, на заводе взорвалась мина в специальной лаборатории. Ранения получили 8 человек. Хотя потенциально пострадавших могло быть больше. Сербские СМИ сообщают, что в помещении, где произошел взрыв, находилось 20 человек. Руководство предприятия заявляет, что событие не имело широкого масштаба, несколько человек получили легкие ранения, один находится в тяжелом состоянии. Все работники под наблюдением медиков. Предположительно, данное событие не диверсия. Завод «Крушек», где произошел взрыв, это крупнейшее оборонное предприятие страны. Белорусские войска могут быть уничтожены за несколько дней, если Лукашенко вступит в войну против Украины. В этом уверен американский генерал в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. И это то, что вызывает страх у Лукашенко, говорит Ходжес. Думаю, он знает, что они были бы уничтожены за несколько дней, если бы вступили в бой. Их мало, качество подготовки хуже, чем у российских формирований. Я не думаю, что солдаты Беларуси действительно хотят воевать против Украины, и я не думаю, что белорусы действительно заинтересованы в конфликте с народом Украины. Чтобы избежать мобилизации, 800 тысяч военнообязанных украинцев ушли в подполье. Они могли поменять место жительства и устроиться на работу, где получают зарплату наличкой. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. По его данным, мобилизация и эмиграция повлияли и на работу украинского бизнеса, который потерял работников, и дальше ситуация может только ухудшиться. Тем временем в Украине прошел митинг у здания одного из ТЦК в городе Ковель после того, как военные задержали нескольких молодых парней, отобрали у них телефоны и ключи от автомобиля. В этом уверяют участники митинга. После масштабного протеста парней отпустили, а в ТЦК поспешили заявить, что мужчин пригласили в ТЦК для проверки данных. Никто никого не задерживал. Кроме того, раскритиковали действия местных жителей, которые, по мнению представителей ТЦК, подыграли виртуальным ботам российской пропаганды и тем самым дискредитировали украинскую власть. Конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы. На это указывают следующие методы их работы: эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и тому подобное. Сотни ботов, активность которых была выявлена в социальных сетях, свидетельствуют о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Война должна быть завершена на украинских условиях. Для этого необходимо реализовать украинскую формулу мира. Об этом вновь заявил Зеленский. О некой формуле мира, которую сейчас обсуждают западные дипломаты, пишет и немецкое издание Die Welt. И прекращение огня – это то, что может произойти в обозримом будущем, уточняют авторы издания. На прошлой неделе из информационного пространства как Украины, так и России тема возможных переговоров не исчезала. Почему это происходит сейчас? Действительно ли Путин готов вывести свои войска или Украина готова к некой сделке? Тему завершения войны мы обсудили с политологом. Мы понимаем, что все-таки риторика и действие — это не одно и то же, но на уровне риторики действительно есть такие какие-то некие пробные шары, которые, да, мы видим, допустим, со стороны президента. Я думаю, что тут среди факторов, во-первых, это неопределенность, связанная с американскими выборами и с тем, что произойдет в ноябре. Второй момент связан с тем, что, я так понимаю, вот эту неопределенность очень четко ощущают в других столицах мира, например, в Пекине. И вот эта активизация Китая, она здесь, мне кажется, тоже очень важна. Китай имеет ключи от Москвы. Ну и плюс, это, конечно, изменения, которые происходят в украинском обществе. Да? Они влияют на украинскую власть, на президента. Мы видим разные соцопросы. Они иногда показывают противоречивые вещи. То есть мы понимаем, что есть вопрос по поводу проведения вообще соцопроса во время войны. И иногда они показывают противоречивые вещи из серии, что люди говорят, нужно вести переговоры с Россией и нужно там выходить на границы 91 года. Да? Ну, то есть противоречиво мы понимаем, что какие-то
нюансы, но есть некое противоречие с этим. Я вижу, что пока что ни одна из сторон на самом деле не имеет окончательного какого-то наброска, сценария, как заканчивать российско-украинскую войну. На самом деле, да, то есть похоже, что сейчас есть, ну, опять-таки, даже вот эта вереница разных планов, которые мы видели, да, она также появляется не просто так. То есть похоже, что есть попытка нащупать какой-то вариант, но пока что это именно нащупывание. Дональд Трамп и Камала Харрис никак не определятся, где, когда и при каких условиях и обстоятельствах должны пройти теледебаты. Кандидат от Демократической партии Харрис отвергла предложение Трампа провести дебаты на Fox News и считает, что их встреча должна пройти на другом канале ABC News. Там, напомню, должна была пройти вторая телебитва Байдена и Трампа 10 сентября. Но Байден сошел с предвыборной гонки. Насколько важны эти дебаты для кандидатов и что могут изменить, этот вопрос мы также задали политологу. Республиканцы будут стараться бить по Харрис именно исходя из деятельности администрации Байдена. То есть, по сути, стараясь повесить все проблемы администрации Байдена, за которые виновата или не виновата Харрис, неважно, они постараются повесить именно на Харрис, что вот она по факту вот за все это ответственная. Да? Тем более, что уже как бы артподготовка по этому поводу есть. Например, Нижняя палата Конгресса принимала решение, ну, мы понимаем, что, скорее всего, под влиянием штаба республиканцев, о том, что Харрис они привязывали к вопросам мигранта, потому что она курировала отдельные вопросы по миграции в администрации Байдена. Мне кажется, что сейчас есть своеобразные торги по поводу будущих дебатов, которые ведут два кандидата. То есть у Харрис в штабе понимают, почему Трампу эти дебаты выгодны и почему он бы хотел их провести, например, в Пенсильвании. Да? Напомнить снова о том, что в него стреляли, было покушение, и это колеблющийся штат. Да? То есть постараться в этом штате, как бы в этих условиях, на этой сцене, да, уже сам по себе фоново постараться повлиять на Харрис. Потому у Харрис, как я понимаю, не хотят такой стратегии, и поэтому они говорят, что давайте будем на ABC проводить, и вот планировали там вот с Байденом вот та дата пусть и остается. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите, можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.